Приветствую! Анализ, прогноз, обзор криптовалют на ближайшее время. Казалось бы, у нас идут выходные, но криптовалютный рынок не дает нам отдыхать. На этот раз он снова решил окраситься в красный цвет. По биткоину шорты у нас за последние 24 часа сокращаются, а те шорты, за которыми мы наблюдаем уже вторую неделю, также пошли вниз. Сперва они планомерно у нас росли, сейчас же уже в несколько ступеней они просто снижаются раз за разом. Это явно не ликвидации, это люди подзаработали и закрывают свои позиции. Надеюсь, это хороший знак, и сильного падения нам не стоит ожидать. Но факт остается фактом, за последние 24 часа шорты сократились на 35%. Индекс страха снова увеличивается, цифра, естественно, снижается. Экстремальный страх на этот раз 21. Пятый день подряд на биткоине страх увеличивается. Что касается ликвидации, то за 24 часа ликвидировано в 2 раза больше трейдеров, чем обычно. На этот раз 107,5 тысяч трейдеров получили ликвидацию. Из них, естественно, большинство это лонгисты, 82%, у них забрали 439 миллионов долларов. По столбцам это достаточно высокий показатель, и на данном падении, которое длится у нас уже неделю, это одни из самых крупных ликвидаций за последние 3 дня на этой неделе. Снова мы вошли в зону дешевого биткоина по индикатору Rainbow Price Chart. Зашли в зеленую зону, и теперь он у нас считается дешевым. Из новостей стоит отметить, что на монете Avalanche AVAX выпуск кошелька для мобильных устройств. Это новая новость, которая добавлена вчера, но отыгрывать она будет до конца года, так как дата обозначена как 31 декабря 2021 года. Достаточно далеко, и я думаю, эта дата еще будет уточняться, ближе к завершению разработки мобильного приложения. Также стоит отметить, что по эфириуму 24 июня произойдет запуск тестовой сети. Это плановые работы, связанные с хардфорком London. Роберт Кийосаки считает, что приближается крупнейший крах в истории. Ждите биткоин по $24 за штуку. Об этом он написал в своем твиттере. Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейший крах в мировой истории. Покупайте больше золота и серебра. Ожидайте падения биткоина до $24 тысяч. Только вам решать, прислушиваться к мнению Кийосаки или нет, но в декабре 2020 года предприниматель посоветовал покупать первую криптовалюту, пока ее цена не превысила $20 тысяч. Также он спрогнозировал рост актива до $50 тысяч. Глава Pantera Capital: сейчас отличное время для покупки биткоина. Первая криптовалюта была настолько дешевой относительно тренда, как сейчас, лишь 20% времени за всю историю своего существования. Наступило отличное время для покупки биткоина. Также в своем ежемесячном письме инвесторам глава фонда сообщил, что покупать активы нужно ниже тренда. Это человеческая природа. Мы хотим купить на росте рынка, когда дьявол Фома нашептывает нам на ухо. В общем, это прописные истины, которые звучат: покупай тогда, когда все продают, и продавай, когда все покупают. Британский банк запретит клиентам покупать криптовалюту на Binance. В ближайшие дни более 5 миллионов клиентов розничного банка TCB в Великобритании лишатся возможности покупать криптовалюту на биржах Binance и Kraken. Естественно, они объяснили это тем, что они опасаются за клиентов, что вокруг очень много мошенников. Они пояснили, что имеют в виду таких мошенников, которые выставляют себя за онлайн-консультантов по инвестициям и убеждают жертв передать данные своих дебетовых карт. Но мне кажется, здесь проблема не в криптовалюте, а в доверчивых клиентах этого банка. Какими бы финансами они ни руководили, если они просто передают все данные какому-то левому человеку, то это их надо запретить, а не криптовалюту. Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs. Данное сотрудничество предполагает роль Galaxy Digital как агента Goldman Sachs на криптовалютном рынке во внебиржевой спотовой и срочной торговле, кредитовании и создании структурных продуктов. Данное сотрудничество топ-менеджеры объяснили тем, что увидели активный спрос со стороны клиентов на криптовалюту. При этом стоит напомнить, что Goldman Sachs не так давно называли криптовалюту как непригодную для инвестиций, но при этом клиенты хотят инвестировать в криптовалюту, и они предоставляют такую услугу. Гонщик NASCAR начнет получать зарплату в криптовалюте. Не знаю, связано это ли с его личным решением и вообще одобряет ли он такую зарплату к себе, но так решил спонсор. Криптовалютный брокер Voyager Digital профинансирует выступление пилота Кэссела в оставшейся части сезона 2021 года гоночной серии NASCAR. Спонсорский контракт рассчитан на 19 заездов, и оплату за них он получит в криптовалюте. Он прокомментировал данное решение и, в принципе, был не против. Ясно, что это была не его инициатива, но лучше в криптовалюте, чем ничего. Его машину вот перекрасят под цвета данной фирмы, а получать он будет зарплату в лайткоине и в своем местном
известном токене Voyager токен. Парагвай может признать биткоин законным платежным средством. После того, как биткоин стал законным средством платежа в Сальвадоре, сразу несколько стран, в том числе и Парагвай, начали рассматривать возможность аналогичного шага. Мы давно говорили о том, что нашей стране нужно идти в ногу со временем и с новым поколением. Момент пришел, наш момент. На этой неделе мы начинаем важнейший проект по инновациям на виду у всего мира. Курс биткоина взлетит на Луну вместе с PayPal. Больше, в принципе, никаких подробностей о том, как будет проходить легализация биткоина в Парагвае, пока нет. Но, глядя на Сальвадор, как они это все провернули за одну неделю, подали бумажку предложения, на следующий день приняли, и все. И остается только развертывать уже на местности. Поэтому, думаю, если парагвайцы захотят, они сделают у себя биткоин платежным средством меньше, чем за неделю. Испанский банк BBVA запустит услуги по хранению и торговле биткоином в Швейцарии. Они не будут навязывать криптовалюту для инвестирования, не будут проводить никаких консультаций или рекомендаций, просто будут предоставлять такую услугу сначала на биткоине, потом и на других альтах. А клиенты уже сами будут решать, покупать, не покупать, инвестировать или нет. Что касается другого банка, Danske Bank назвал 4 основных риска для криптовалюты. Прежде всего, для крупнейшего банка Дании основным риском является отсутствие прозрачности, что усложняет борьбу с финансовыми преступлениями в криптовалютном пространстве и отмывании денег. Во-вторых, банк упомянул отсутствие четкого регулирования и конкретных мер по защите трейдеров и инвесторов. В-третьих, это высокая волатильность и непрозрачное ценообразование. Ну и в-четвертых, это то, что для добычи определенных криптовалют требуются большие вычислительные мощности, что не соответствует философии данного банка, который также топит за окружающую среду. Именно поэтому они не рекомендуют инвестировать в криптовалюту и не будут предлагать своим клиентам данный актив. Но мы давайте посмотрим, что у нас произошло на графиках за последние 2 дня. И по биткоину, в принципе, здесь ничего глобального не изменилось. Мы также по плану снижаемся вниз в расчетную зону. Единственное, стоит отметить, что вот здесь у нас существует такая линия тренда, которая может подхватить курс биткоина на падении. Почему эта линия может отработать? Потому что она может являться частью возможного усложнения коррекции. Здесь мы хай не пробили, хоть и посетили расчетную зону. Вполне вероятно, что здесь может продолжаться формироваться треугольник. Это также стоит учитывать, если здесь мы будем как-то отскакивать. Это не будет означать, что мы сразу на to the moon пойдем. Вполне возможно, здесь будет усложнение. А так прогноз все тот же. Приоритетный вариант снижения до отмеченной зоны. По эфириуму мы окончательно пробили данный предполагаемый треугольник. И также у нас все меньше препятствий для того, чтобы снижаться в отмеченную зону и завершать предполагаемый вариант коррекции. В лонги здесь входить точно не стоит, потому что у нас, в принципе, локально даже видно, что тенденция у нас здесь нисходящая. Даже вот так, если канал кинуть, мы у нижней грани канала, от которого можем сейчас получить отскок и затем планомерно продолжить снижение дальше. По риплу, наконец-то у нас пробит уровень, сколько мы его здесь тестировали. 1, 2, 3, 4, с 4-го раза мы его пробили, если взглянуть на часовике. Протестировали, проторговались и валимся дальше. Первая цель, куда мы можем свалиться, естественно, это предыдущий лой, который мы наверняка достигнем. Вот этот вариант с походом сразу наверх, он не отменен, пока мы не пробили вот здесь лой. Это может быть также все еще коррекцией во второй волне. И данный вариант отменится только тогда, когда мы пробьем вот здесь лой и обновим ценовые значения. Пока стоит наблюдать и ждать, когда же Ripple нащупает здесь дно и сформирует заходной импульс. То у нас по доминации? По доминации, как и ожидалось, мы получили небольшое снижение. Пока что на отскоке наверх мы не обновили хаи, и сейчас у нас здесь такая своеобразная нисходящая штука. Хаи понижаются, а это значит, что основной вариант — это снижение доминации биткоина. Давайте сегодня посмотрим одну монетку, какую-то я отмечал. Отмечал Кейк. Мы ее, по-моему, еще никогда не смотрели. Давайте глянем, что у нас на ней происходит. На месяце ничего интересного. На дневке у нас, как и везде, идет снижение. Какой-то нормальной волновой структуры здесь не построить. Но здесь явно нисходящее движение. Давайте посмотрим локально, что у нас здесь происходит. Получили 3 волны наверх. Сейчас находимся под скользяшкой. И также даже локально хаи понижаются, лои понижаются. И здесь точно это лонговать не стоит. Здесь у нас объемов нет. Тенденция нисходящая. Лонговать это дело точно я бы не стал. И вообще бы пропустил данную монетку, пока на ней не появится какой-то знак, что здесь хотя бы что-то можно покупать. Движение, может быть структура какая-то, хотя бы объемы, пробой в
важного уровня, но пока здесь ничего интересного. По кейку в приоритете нисходящее движение до тех пор, пока мы не получим заходной, на который можно брать со стопом за основание. В общем, по классике. Давайте посмотрим еще рубль. Давно его не смотрел. Мы на нем здесь отмечали возможные уровни разворота. Вот дошли мы до первого, и от него уже у нас получается какой-то отскок. Это было недалеко от грани возможного треугольника. И пока данный сценарий у нас в приоритете. По крайней мере у меня. А, Б, С. Сейчас, я думаю, вполне вероятно можно будет получить рост до верхней границы треугольника. Затем еще одно снижение и поход наверх. Я доллары набираю против рубля и не продаю. При снижениях только усредняюсь. Вполне возможно, что это будет локальным дном. Пока выглядит это именно так. Что отсюда с большой вероятностью мы пойдем тестировать верхнюю грань треугольника. Это будет еще более вероятно, если мы пробьем вот эту скользяшку. Потому что вот здесь мы от нее отскочили и прошли вниз. Сейчас, если мы ее пробьем, протестируем, то у нас открывается хорошая дорога наверх. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!